Я Лера Любарская. Стас, начало. Мы не придумали начало. Почему я здесь? Почему? Вот сейчас будут задаваться вопросы, боже мой. Я тебя пригласил. Так, нет. Я ее пригласил. Все хорошо. Главное, не переживай, помни, если что, я рядом. Вы тоже помните, если что, я рядом. И начнем мы с видео про злого ежика, который не совсем любит спортивные кроссовки. Точнее, он их ненавидит. Что? Наглый. Хватит грызть на туфель. Смотри, какой наглый, а. Это одновременно очень мило и сыкотно. Нет, все-таки очень мило, да. Интересные факты про ежей. Они переносят бешенство и обмазываются говном своим. Без шуток, серьезно. Это научный факт. Ладно, а вот это было сейчас совсем не мило. Вообще, на настоящем ежике, по идее, должны быть яблочко, грибочек, ну или там листик на худой конец. А это какой-то бешеный уродец. Фу, тебе ногу отгрызу. Но понять его в принципе можно. Он такой, иу, розовые кроссовки, это вообще-то позапрошлый год. Но, возможно, сейчас он уже просто застрял зубами в подошве и не может выбраться. О, ну тогда его становится жалко, это уже что-то вроде как опять мило. Но советую задуматься над тем, чтобы вместо сторожевой собаки в однокомнатных квартирах заводить сторожевых ежей. Они как бы и места мало занимают, и бесстрашные защитники. Ну и кушают так миленько. И какашками своими обмазываются. Кстати, знаешь анекдот? Бежит ежик по полянке и смеется. Его спрашивает: ежик, что ты смеешься? Он такой: на этот раз я этому человеку до горла допрыгнул. Кстати, Лер, тут, не обращай внимания. Мне просто нужно... Да. Меня на самом деле вообще никто не видит. Сейчас мужики, в принципе, вообще озадачены и не понимают, почему эта фотка левитирует в воздухе. Ну смотри, как бы, вот нас не видно, нас видно. Нас не видно, нас видно. Вот такие дела. Я сейчас сделаю, ты продолжай. Окей. Так вот, кушают миленько. Наконец-то я это скажу, и это хорошо. Так, второе видео прислал антигодик, и это очень странный протест. Зачем протестовать против годика? Ладно, давайте посмотрим, что он там прислал. Так, давайте еще раз, помедленнее, чтобы понять, что к чему. Еще медленнее. Да я юморю, это монтаж, в смысле шиномонтаж. А мужику штаны смело шлангом, а не флешем. Главное, чтобы ему этим шлангом по шлангу не заехало. Все, я ухожу, я понял, да. А знаете, что забавно? Сорвало ему только штаны, а трусы все равно менять придется. Ты готов это сделать или... Давай вместе, короче. Это шутки про говно, самые любимые. Знаете, это еще хорошо-то на самом деле, что только штаны сорвало. Обошлось без травм. В рубашке родился. Зато без штанов. Ладно, на этот раз я совсем ухожу. Вообще, ну правда, какая-то неловкая ситуация. Вот как он теперь объяснит вбежавшим коллегам, почему он без штанов? Я что-то нажала, ну и штаны пропали. Ченнинг, я слышала, ты тоже так умеешь? Не-не, это его некрасивый близнец делает, но тот, который в фильмах играет. Ну и славно. Я бы даже сказала, и это хорошо. Время рандомного автографа. Его получает... Мария Фомина. А если вы хотите знать, что это за такие рандомные автографы и с чем их едят, то проходите по ссылочке, скачивайте. Вторая ссылка сразу после ссылки на Лерин канал. Скажи, это хорошо теперь. И это хорошо. Последнее видео нам прислал Over Quantum English Perfect. И это специальный репортаж из заснеженного российского города. Включать. Правила дорожного движения сегодня приходится нарушать не только автомобилистам со стажем, но и опытным пешеходам. Вот, например, бабулечка. Пошла ты на, сука! Чтоб ты подохла, я всю жизнь уже нарушенная. Ой, не хотела бы я такую бабулю через дорогу переводить. Хотя эту скорее с дороги, а не через. Russian Perfect. Правила дорожного движения сегодня приходится нарушать не только автомобилистам со стажем, но и опытным пешеходам. Вот, например, бабулечка. Пошла ты на, сука! Чтоб ты подохла. А эта бабушка знает, что нельзя верить журналистам, потому что по телевизору сказали, что все они иллюминаты и жидомасоны. Кто писал сценарий? Вообще-то я по образованию журналист, Стас.
Этот сценарий написали иллюминаты и жидомасоны. Я побежал. Это что ж это получается? Если бы к ней подошел чернокожий, она бы ему сумкой перемкнула за то, что он у нее в подъезде мочился. Плохо. У такой бабушки внучка вряд ли сможет отвертеться от доедания своей порции. Бабушка, я больше не могу, я наелась. Пошла ты на... Вообще такое ощущение, что они к этой бабушке уже, знаешь, километра 2 пристают. Ну, типа, они у нее спросили, она от них убежала, они снова догнали, и еще дубли записывают. Пошла ты на... сука! Чтоб ты подохла, Ну вот, тогда ее можно понять. Ладно, и теперь я понимаю. Стас, а можно момент один спросить? Вот когда ты уже перестанешь в кадр влезать? Я уже как-то поувереннее себя чувствую. Можно мне закончить хотя бы? Я там... Давай. И это хорошо. И на этом все. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на This is Хорошо, ставьте лайк этому видео. И до встречи. Я пойду туда. Сиськи в конце!